Российско-украинская война никогда не должна была начаться. Буквально за всю историю российской государственности, которую принято отсчитывать аж с 862 года, не было войны более бессмысленной. Бывали необдуманные, несправедливые, неудачные. Было 3 таких, в которых Россия понесла большие потери, чем в нынешней, в 2 мировых и в гражданской. Но вот не было никогда войны настолько тупой. Уже сотни тысяч российских солдат погибли ради расширения НАТО на восток и сжигания резервов, которые Россия копила десятилетиями. Ради того, чтобы в Украине были полностью стерты именно русскоязычные города, где жители раньше хорошо относились к России и голосовали за пророссийских политиков. Еще одно свойство нынешней войны – она уже давно должна была закончиться, потому что нет ни одной разумной причины ее продолжать. Без малого 1,5 года назад Путин все равно что выиграл в лотерею. Ему предложили: остановись, сохрани захваченные территории под своим контролем, объяви себя победителем и на этом успокойся. А мы тебе даже подыграем, сказали. Будем называть не кровавым упырем, но уважаемым господином президентом России. Частично даже санкции снимем. Фактически Путину предложили победу. Он же вместо нее выбрал штурмовать Малую Токмачку. И за то время, что прошло с момента предложения закончить войну по действующей линии фронта, Путин, по всей видимости, положил больше солдат, чем Сталин в войне с Финляндией. Об этом сегодня и поговорим. Прежде чем начнем, только напомню, по ссылке в описании мы собрали актуальные способы по обходу ограничений интернета. Там у нас есть рейтинг VPN-сервисов, которые можно посмотреть и узнать, что лучше работает. А спонсирует это все дело M-Card. Он выпускает виртуальные карты, которыми можно расплачиваться за границей и при этом пополнять их через СБП или криптой. Сейчас такую карту можно оформить за полцены. В попытке какой-то рационализации путинского выбора в пользу продолжения войны часто называют такой аргумент. Дескать, армия его не поймет. Якобы есть большая масса военных, которые остановку войны не примут и сочтут ее предательством. Утверждение, мягко говоря, странное. Все, что мы знаем про среднестатистического российского военного, это то, что он проклял день, когда оказался в армии, и мечтает лишь вернуться домой. После окопов и траншей он даже не надеется возвратиться здоровым. Об этом даже речи не идет. Достаточно просто хотя бы не инвалидом. Если среднестатистическому бойцу российской армии приказать воткнуть штык в землю и пойти домой, то в 9 случаях из 10, если не в 99 из 100, протестовать точно не станут. Мол, как же так? А как же Малая Токмачка, она еще не завоевана? Идею, будто нельзя останавливать войну, транслируют главным образом или люди, которые на ней не были вовсе, или те, кто периодически заезжает с телекамерой и хорошей охраной на какие-то прифронтовые территории. Для таких спикеров это что-то вроде экстремального вида спорта. Умеренные риски и шанс покрасоваться. Подобные деятели могут потом выдать пространные монологи, вроде такого, который сейчас вы будете слушать почти 1,5 минуты. Война вернула смысл моему поколению, которое в какой-то момент времени подумали, что Родины больше нет. Вернула гордость, понимание, осознание себя. Мужчина, стало ясно, что создан для войны. На войне проявляется все лучшее. В этом нет радости, в этом есть осознание, потому что за спиной страна, куда ты не должен пустить зло. Русский, не в зависимости от его вероисповедания и этнической принадлежности, русский создан для победы. И это то, что нас отличает от всех. Война по своей природе священная. Мы противостоим абсолютному злу. Поэтому наша победа неизбежна. Потому что мы русские, с нами Бог. А если Бог с нами, то кто против нас? Владимир Соловьев любит ездить в штабных машинах с командирами бригад и полков. Какого особо одиозного командира не возьми, будь то Игорь Пузик или Алексей Ксенофонтов, обязательно оказывается, что они с Соловьевым большие друзья. Те ему для телевизионной картинки всегда предъявляют веселых, довольных и умытых бойцов в выстиранной и выглаженной униформе.
Однако всякий раз, когда какой-нибудь российский солдат решает поговорить с камерой своего смартфона непосредственно в окопе, картинка выходит совсем иная, и речи звучат иные. Сейчас будет видеофрагмент, тоже чуть больше минуты. Ой. Так мамку увидеть хочется. Что тут столько дней думал только о себе, а о матери не подумал ни разу. Словил себя сегодня на этой мысли. Отца, мать хочется увидеть. Прям сильно. Да всех хочется увидеть. Хочется всех собрать за одним большим столом. Ну, такое, конечно, наверное, вряд ли получится. А так вообще всех друзей, всех близких за одним столом собрать. За большим, длинным. Как раньше собирались с семьями на праздник. Вот. И все бы были рады так мне, что я с войны вернулся. Пить, делиться впечатлениями. Много кушать. Мы не раз говорили, что, в принципе, самой антивоенно настроенной частью российского общества могут оказаться сами участники войны и их семьи. Никаких исследований на эту тему, разумеется, мы не проводили, да и никто не проводил. Как их сделаешь? Война все еще идет. И контракты с Минобороны, и мобилизация до сих пор бессрочные, поэтому домой вернулась лишь мизерная часть военных. И те далеко не всегда готовы поделиться мнением и обычно воспроизводят шаблонные формулировки. Но все же случаи откровенности бывают. В одном из недавних выпусков мы обсуждали интервью с Вадимом Шариповым из Якутска, который на фронте потерял руку. И его жена, и он сам после случившегося заняли антивоенную позицию. Сейчас же мы наблюдаем интересную метаморфозу, которая произошла с одним из наиболее одиозных Z-деятелей. Его призвали в армию из колонии, где он отбывал 7-летний срок за мошенничество. Затем каким-то чудом он уцелел в штурмовом подразделении, а позже попал в очень удачный тайминг. Был период, когда помилованных Путиным зэков, независимо от тяжести преступлений, отпускали домой после 6 месяцев службы. Человек, о котором идет речь, как раз угодил в это окно, уволился из армии и стал писать книги. Речь о Даниле Туленкове. У Туленкова всего 10 тысяч подписчиков в Телеграме. К числу популярных Z-блогеров он не относится, но при этом является, вероятно, самым известным из Z-писателей. Статус этот он приобрел благодаря уникальному сочетанию обстоятельств. У автора есть высшее гуманитарное образование и литературные способности, а также весьма неординарный бэкграунд. В разные периоды времени он был бизнесменом и радикальным исламским националистом. А еще, напомню, выжил в штурмовой части, набранной из зэков. Был без тяжелых увечий уволен со службы. У книг Туленкова была весьма широкая рекламная кампания, и на полках магазинов они занимают не последнее место. Их также разобрал один из популярных исследователей Z-творчества. В данном случае не Иван Филиппов, а Константин Пахалюк. Исследователь этот охарактеризовал автора словом «чудовище». Чем именно Туленков заслужил такую характеристику, скажем после небольшой рекламы. Блокировки соцсетей не только мешают связаться с близкими, но и бьют по бизнесу, причем сильнее, чем налоговая реформа. У малого бизнеса обрубается канал коммуникации даже с постоянными клиентами. Приходится, как в нулевых, печатать флаеры и раздавать на улице. А клиентам лично приходить в салон, чтобы записаться на стрижку. И все острее встает вопрос, какой VPN выбрать, чтобы оставаться на связи и не терять полезные контакты, которые вы собирали годами. Лучшим решением здесь будет завести несколько VPN. Если заблокируют один, можно продолжить работать со вторым.
Сейчас, например, Дурев VPN дает 3 бесплатных дня для теста, чтобы вы могли убедиться, что сервис этот обходит белые списки и стабильно работает. Дурев VPN маскирует трафик так, что провайдеры использования VPN не видят. Поэтому звонки проходят без сбоев даже на парковке, а соединение остается устойчивым. Установить Дурев VPN можно буквально за пару минут и к одному аккаунту подключить устройство хоть всей семьи, ноутбуки, смартфоны и даже телевизор. Попробовать сервис можно по ссылке в описании. И если понравится, используйте промокод CATS 25%, чтобы получить скидку. А еще, в честь начала лета Дурев VPN проводит розыгрыш. Среди призов есть MacBook, последний iPhone и PlayStation 5. Продолжаем. Мы говорили о Туленкове, Z-авторе, который стал наиболее известен благодаря своим книгам, разбор которых делают исследователи Z-творчества, такие как Константин Пахалюк. Согласно Пахалюку, Z-писатель хоть и резал правду матку, разоблачая командиров и рассказывая о дезорганизованности и моральном разложении воинских коллективов, при этом транслировал зашкаливающую ненависть к неприятелю. Людоедство, упоение насилием, откровенную жажду крови. Цитаты из книги, которые при этом приводит Пахалюк, на Ютубе воспроизвести невозможно. Достаточно сказать, что слово «чудовище» — это еще довольно мягкая характеристика для автора. Книги этого Туленкова вышли в 24 году. На это время и пришелся пик его популярности. Но сейчас 26-й год, и в своем небольшом телеграм-канале Туленков этот рассказывает историю, которую стоит прочесть целиком. Пригласили сегодня в наш дворец самбо выступить от лица участников СВО перед подрастающим поколением. Не знаю, конечно, что от меня там ждали, может, что-то про мальчишей-кибальчишей надо было рассказать, но моя речь была такой. Когда мне было столько, сколько вам, мне в школе говорили, лишь бы не было войны. А мы умных людей, войну заставших, не слушали. И вот получили, что получили. Мое поколение и дядьки постарше доигрались до такого вот, как сейчас. Ничего, говорю, дети, на войне хорошего нет. Вот это вы сейчас самое главное запомните, что вам надо знать про войну. Учитесь, взрослейте, занимайтесь спортом, заводите семьи, когда зреете, готовьтесь принимать страну в свои руки. На вас одна надежда. Патриотизм – это не на танчиках ездить по миру, а делать свою страну сытой и богатой. А нас, дураков, простите, что мы такое допустили, что ваше детство на фоне войны проходит. Простите, но не отрекайтесь, не забывайте павших. Жизнь – это цепочка падений и взлетов, но это все одно целое. Все страницы истории – это одна книга. В другом свежем посте Туленков пишет: «Нет ничего хуже, чем продолжение нынешнего безумия. Продолжение СВО – единственный вариант, ведущий нас к катастрофе без альтернатив». Прям канал будто наш цитирует. Я, правда, еще до начала войны говорил это, ну ладно. Есть и такая цитата. Если коротко обозначить вехи ближайшего исторического пути России в позитивном ключе, то это будет сначала вернуться в 21-й, то есть прекратить Ахтунг, а затем вернуться в 2013-й. Что характерно, у автора этого есть конкретное и прагматичное предложение, как закончить войну. Он считает, что дедушка, это он так Путина называет, должен остановиться и заявить, что победил. А все российское общество, чтобы не спугнуть свое счастье, должно в таком случае дедушке этому подыграть. Мол, да-да, ты достиг всех целей, о великий! Да здравствует победа! Ни в коем случае, считает Туленков, нельзя усомниться в дедушкиной победе, иначе он опять войну начнет. И Туленков в таких метаморфозах не одинок. Отец-основатель ДНР Павел Губарев в 22 году с энтузиазмом отправился воевать с Украиной. Самолично участвовал в боях, а осенью 22-го заявил в интервью, что во имя достижения целей граждан Украины следует вообще убивать, мол, в неограниченных количествах. Хоть миллион, хоть 5, хоть всех до одного. Это цитата, он так вот сказал, этот Губарев. Сейчас же он один из самых последовательных противников продолжения войны. С прошлого года он регулярно призывает остановить боевые действия на действующей линии фронта. И тоже размышляет в прагматичных категориях. Его предложение в следующем. Давайте, мол, никак не меняя Конституцию, просто изменим административные границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Проведем их таким образом, чтобы уже сейчас можно было заявить: все 4 региона оказались под полным российским контролем. Путин достиг, значит, всего. Сами объявим себя победителями и закончим войну. В самом своем свежем интервью Губарев заявил, что наихудший вариант развития событий – это продолжать попытки наступления на Донбассе. Их нужно, мол, прекращать, говорит. Самая плохая идея в СВО, которая может случиться,
Это я предвосхищаю вопросы там, о том, как я вижу. Самое плохое, что может случиться, это что они решат, что им нужно захватить весь Донбасс, и они начнут мясной штурм вот этой городской застройки, Славянск, Краматорск, Грушевка. А там сплошная линия укреплений, там, ну, они вкопаны, это по сути там 10 Авдеевок, там можно и 1 миллион людей положить. Идея, будто Путин не может закончить войну из-за предполагаемого недовольства армии, часто звучит как в провоенном, так и в антивоенном лагерях. И есть основания думать, что идея эта основана на историческом опыте Германии, когда вернувшиеся с фронтов Первой мировой ветераны стали нацистскими штурмовиками, пришли к власти и решили взять реванш. Однако такой опыт к сегодняшнему дню неприменим. В 1918-м никто не предлагал кайзеру Вильгельму приемлемую стратегию, чтобы выйти из войны. Тем более никто не говорил ему: «Оставь себе Бельгию и кусок Франции». Антанта добивала Германию и принуждала ее к капитуляции и позорному миру, и в итоге принудила. Отсюда реваншизм, ресентимент, жажда отыграться и отомстить за унижение. В 26-м году унизительным для России является не окончание войны, а ее продолжение. С постоянными атаками на российские НПЗ, ударами по Крыму и по дорогам к нему ведущим, бесконечными штурмами одних и тех же населенных пунктов, в сравнении с которыми даже Первая мировая выглядит динамичной и маневренной. Именно окончание войны с Украиной выглядит как единственный выход из сложившегося тупика, единственная возможность для минимизации ущерба. Если на одной оси координат разместить победу в войне и поражение в ней, то остановка войны прямо сейчас будет точкой наиболее близкой к победе, потому что никакой лучшей победы уже не будет, ее не существует, ее не существовало с самого начала. А призывать воевать за то, чего не существует в природе, могут лишь те, кто от войны и ее прямых последствий максимально далеки. До завтра. Милые родные, кто на связи, кто спрашивает за своих бойцов, за своих мужей, отцов, сынов. Мы выбрались группой 30 человек, 138-я бригада, 138-я бригада, отряд «Шторм». Выбрались не все, многие. Из 46 30 человек я вывел. Братья многие легли, 200-300, сам 300. Простите, кого не сберу. Выбрались еще не все. Я тащу еще людей.